Всем привет! Привет-привет! Сегодня мы вам покажем один из домов, который проверяли в рамках комплексной проверки для заказчика из Новосибирска, который переезжает в Сербию с семьей. Для него мы осуществляли подбор и проводили комплексную проверку сразу 3 объектов. Задача была непростая – найти дом стоимостью до 40 тысяч евро, пригодный для жизни, не слишком старый и достаточно просторный для семьи с 2 детьми и большой собакой и котом. Также важным условием было наличие школы и магазинов шаговой доступности. Этот дом находится в селе Приньявр, в часе езды от Белграда по скоростному шоссе на автомобиле. Подробнее о селе расскажем позже, а сейчас смотрим дом. Запоминайте номера дверей, которые я подписал, чтобы не запутаться во внутренней планировке дома. А я немного расскажу про дом. Со столба под землей в дом заводится 380 вольт. Дом в основании 11 на 11 метров. Цокольный этаж – это бетонные стены на бетонной плите. Основной этаж сделан из кирпича. Толщина стен кирпичных 28 см вместе со штукатуркой. Заходим мы внутрь дома через 4-ю дверь. Здесь у нас лестница вниз на цокольный этаж и наверх, в подкровле. Сразу идем налево. Здесь первая комната размером 3 на 5 метра со своей дверью на улицу. Это дверь номер 3. Высота потолков здесь 3 метра. И такая высота будет по всему этому этажу. На полу мы видим ламинат, розетки в достаточном количестве, как 220 вольт, так и 380. И большое окно с одним стеклом. Не с одним стеклопакетом, а просто с одним стеклом. Далее через дверь попадаем в очень большое помещение. Здесь хотели сделать шиномонтаж. Также в него можно попасть и с улицы через дверь номер 2. Размер помещения 5 на 5 метров. На полу мы видим ламинат. Также в стенах розетки 220 и 380 вольт и 2 больших окна. Так же, как и в предыдущем помещении с одинарными стеклами. Далее идем через дверь и опять попадаем в соседнее помещение, где планировали сделать автосервис по электрике автомобилей. А вот и черные пятна. Правда, всего 2. Думаю, скорее всего, протекает черепица наверху. Надо будет посмотреть под кровля. Больше в этой комнате проблем я не наблюдаю. В это помещение можно также попасть с улицы через дверь номер 1. Размер комнаты такой же 5 на 5. На полу ламинат. Розетки 220 и 380 вольт. С окнами то же самое, что и в предыдущих комнатах. Да, на замену окон здесь придется заложить значительную сумму в бюджет, если в планах использовать помещения как жилые. Выведен отдельно кран с водой для этого помещения. Вообще вот такие маленькие окна обычно ставят в туалетах и ванных комнатах. Может, здесь и планировалось это сделать, но не успели сделать перегородки. А окна, кстати, с двойным остеклением. Далее опять идем в дверь и попадаем в небольшой коридорчик. Размер 1,10 на 2,30 метра. Как-то ниже здесь потолки. 2,75 всего. А куда делись остальные сантиметры? Интересно. На полу линолеум. Из него налево, из коридорчика, попадаем в помещение. Размер также 1,10 на 2,3 метра. И такая же высота потолков. 2,75. Думаю, что это помещение задумывалось как прачечное. Здесь висит бойлер. Можно поставить стиралку с сушилкой. И из этой прачечной мы попадаем через другую дверь обратно в этот маленький коридорчик, откуда и заходили. Непонятно, зачем здесь 2 двери. Возвращаемся из этого коридорчика в предыдущее большое помещение и через соседнюю дверь идем дальше, вглубь дома. Попадаем еще в один коридор. Размер 2,25 на 3,5 метра. Кстати, с электрикой надо будет разбираться. В каждом помещении стоят автоматические предохранители. Думаю, их даже некий перебор.
в этом доме. На какую цепь какой автомат идет, конечно же, никто не знает. Коридор сквозной. Вот и наши потерянные сантиметры в прачечной. Уменьшили здесь высоту стены, и получилась вот такая антресоль. Ну или может быть спальное место для дорогих гостей. Этот коридор проходим насквозь. И попадаем еще в один коридор. Что-то я устал от коридоров уже. Размер его 2,25 на 3 метра. Из этого коридора слева есть два помещения. Одно это ванна с туалетом, размер 2,5 на 2,5 метра. Здесь высота потолков также 2,75. А рядом помещение просто с туалетом. Размер 2,5 на 1,5 метра. Высота потолка такая же, 2,75. Значит, здесь над ними идет продолжение антресоли. Зачем она нужна, непонятно. Ну, хорошо, хоть два туалета. Это никогда лишним не бывает. Кстати, надо посмотреть, откуда сюда заводится горячая вода. Бойлер-то я только один увидел, в прачечной. Выходим обратно в коридор и попадаем на лестницу, откуда начинали обзор дома. Кстати, в этом коридоре двойное остекление. Думал, заблужусь в этих коридорах. Продолжаем. Идем под крышу. Здесь, как всегда, до поручней на лестнице руки не дошли, поэтому надо быть аккуратнее. Окно вставляли уже после. Отштукатурить откосы на окне – это не самое трудоемкое занятие. Все пластиковые окна и двери установлены недавно. Идем смотреть черепицу и деревянные конструкции. Перекрытие здесь кирпично-бетонное, я рассказывал про него. Это когда на арматуру нанизывается пустотелый кирпич по всей площади перекрытия и сверху заливается минимум 5 сантиметров бетона. По деревянным конструкциям вообще нет вопросов. Как будто крышу только что покрыли. Балкон без ограждения. Типично для домов Сербии. Так, что у нас тут с черепицей? Но она современная. С замками, и отдельные плитки менялись. Горизонтальный козырек над входом, спорное решение. Учитывая, что в январе в этой местности бывают снегопады с мокрым снегом, выдержит ли он 30 сантиметров снега? Хотя, если он бетонный, то выдержит. А нам надо найти, откуда внизу на потолке черные пятна. Зная расположение, идемте посмотрим, может где-то черепица лопнула. А вот она, лопнула одна плитка. С нее течет на пол, и поэтому сыреет потолок. Одну штуку легко заменить, и проблема исчезнет. Спускаемся вниз. В подкровле все красиво, вообще нет вопросов. Идем смотреть цокольный этаж.
А вот интересная конструкция. Это колодец дренажной системы. Честно говоря, я впервые такое вижу в Сербии. Цокольный этаж на 1,6 метра находится под землей. Соответственно, грунтовые воды должны куда-то отводиться. Скорее всего, на участке должен быть какой-то резервуар, куда уходит вода. И потом ее можно использовать для полива или на различные нужды. В соседнем помещении, кстати, еще один колодец. Сейчас, после зимы и весны, когда было много дождей, колодцы сухие. Но будущим владельцам нужно будет почистить мусор со дна колодца. Под ногами бетонная заливка. 12 сантиметров я точно вижу вдоль стенки трубы колодца. Ну, ниже еще идет бетон не менее 5 сантиметров. Размеры помещений на цокольном этаже такие же, как и на основном. Высота потолка пониже. 2 метра 20 сантиметров. Стены сухие. Вряд ли получится использовать эти помещения как жилые. Ну, воду сюда можно подвести, а как отводить канализацию, это проблематично. Если только насос какой-то ставить. Дымоход идет до самого пола. Вот здесь прям необходимо установить котел и от него делать разводку по всему дому, радиаторы и трубы. Следующее помещение у нас самое большое в цокольном этаже. Здесь 6 на 5 метров. Также есть колодец дренажной системы и стоит водяной насос, который качает воду из скважины. Скважина забетонирована, поэтому глубину не знаю. И нету электричества, невозможно проверить, работает насос или нет. Сколько он накачает воды, за 5 минут. При покупке дома обязательно проверить это надо. А вот и первая трещина, которую я сегодня заметил во всем доме. Покрашена давно, вряд ли это трещина в стене. С наружной стороны не посмотришь, снаружи земля. Но при покупке дома обратите на это внимание и загляните с наружной стороны. Прошли по кругу в цокольном этаже и поднимаемся на поверхность. Откатные ворота со стороны переулка в рабочем состоянии. А где вы видите сетку-рабицу, там как раз проходит граница участка. Земли только 2,86 сотки вместе с домом. В конце видео приложим план участка. А вот уличный туалет с розетками. Это круто. Правда, они не работают. Отключили провод вверху. Но все можно восстановить. И тогда вечерами можно сидеть и читать газеты. Это дверь номер 3. Здесь перед входом находится электрощиток. На помещение для бизнеса были свои счетчики, а на сам дом свой счетчик. Вообще здесь без помощи сотрудников электродистрибьюции не обойтись. Слева это прибор для деления на ночной и дневной тарифы. Неподшитую крышу лучше заделать, чтобы не улетали черепицы к соседям во время сильного ветра. Вот и вся земля. До ворот. Кстати, они тоже откатные.
Все канализационные трубы протянуты снаружи дома. Для Сербии это вполне допустимо, морозов практически не бывает, но минимальное утепление все же необходимо. В этом январе 2 ночи был мороз 8 градусов. У многих полопались пластиковые корпусы фильтров воды, которые стояли на улице. Рядом с забором 2 бетонные плиты, которые что-то накрывают. Не похоже на септик. Возможно, что туда заливают привозную воду. Вообще вопрос с водой остался невыясненным. Или она из скважины, или она привозится и сливается в эту емкость во дворе. Владелец нам ответа не дал, так как не проживал в этом доме с момента покупки. И поднять я эти плиты не смог. Так что в случае осмотра, запасайтесь шансовым инструментом, чтобы сдвинуть плиты. И проверьте работу насоса. Как для этого подключить электричество, надо спросить у владельца. Проулок ведет к подножию горы. Через 300 метров асфальт заканчивается и начинается, более-менее сносная грунтовка. На великах вполне можно доехать. По итогам осмотра мы однозначно рекомендуем этот дом к покупке. Даже в текущем состоянии в доме можно перезимовать, обустроив для проживания 1 комнату. Сам дом находится в центре села. Однако у объекта есть и минусы. Дом расположен на центральной улице, по которой ездят машины, и участок совсем небольшой, маленький заборчик, который не обеспечивает приватности. Но при этом само село хорошо подходит для постоянного проживания. В нем есть вся базовая инфраструктура – школа, детский сад, продуктовые магазины, пекарня, мясные лавки и даже железнодорожная станция. А за всем остальным нужно ехать в Шабац, который расположен в 30 километрах. Как видите, даже при небольшом бюджете в Сербии все еще можно найти варианты для жизни семьи, если правильно подойти к выбору дома и заранее понимать все плюсы и минусы и будущие вложения. А если обзор вам понравился и был полезен, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Впереди еще много обзоров и полезной информации. А если вы планируете переезд и не знаете, как выбрать подходящую недвижимость, мы поможем вам с подбором и проведем подробную проверку дома перед покупкой, чтобы вы понимали реальное состояние дома и будущих вложений. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока!